Здравствуйте, вы на канале технического центра Vilex. Сегодня мы вам расскажем про одну из самых популярных причин страшного звука, так называемого дизеления на двигателях третьей генерации. Это видео нам навеяло предыдущее видео про дизеление на двигателях второй генерации. Там мы рассказывали то, что звук дизеления вызван выходом из строя так называемых пластинок, лопаток, установленных внутри фазорегулятора. Который завод-изготовитель не подразумевает как отдельную запчасть, в целом, как и фазорегулятор. А мы эти лопатки успешно меняем, продаем и ставим. Люди, глядя на то видео, к нам постоянно обращаются с жалобой, мол, у меня тоже дизелит, поменяйте мне эти лопатки. Начинаешь углубляться в проблему, а какая у вас машина, какого года, какой у вас мотор, и ты понимаешь, что это двигатель третьей генерации. Фазорегулятор этого двигателя устроен вообще принципиально по-другому. Там лопаток никаких нету и быть не может. Собственно говоря, и что же стучит в двигателях третьей генерации? А стучит. Вот, собственно говоря, главный стукач. Он просто в масле, поэтому я не буду им махать здесь активно. Это гидравлическая часть клапана регулировки фаз. В простонародье грибок, клапан фазорегулятора. Достаточно часто он выходит из строя и становится причиной очень страшного грохота двигателя. Хотелось бы сразу отметить то, что как раз таки в двигателях третьей генерации этих клапанов два. Наверное, это основное визуальное отличие двигателя второй генерации от двигателя третьей генерации, неважно, будет то 1.8 или 2 литра. То, что в двигателях первой и второй генерации 1.8 или 2 литра установлен один клапан фазорегулятора, а на двигателях третьей генерации установлено два клапана фазорегулятора. Соответственно, если у вас появился звук дизеления, то менять необходимо также два клапана фазорегулятора и два магнита, управляющих этими клапанами. Собственно говоря, так выглядит этот магнит. Также при появлении посторонних звуков в районе привода механизма ГРМ, так называемого дизеления, необходимо всегда смотреть состояние очков, опоры распредвалов, смотреть состояние сеточки, состояние клапана и смотреть выработку там, где, собственно говоря, распредвал и касается опоры распредвала. Резюмируя, при появлении посторонних звуков дизеления рекомендую менять сразу набор вагиниста. В этот набор входит два клапана фазорегулятора, два магнита управления клапанами фазорегуляторов и опора валов. Замена этого комплекта является гарантом исчезновения посторонних звуков в районе привода механизма ГРМ. Подписывайтесь на наш Инстаграм, выпейте за нас 100 грамм, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. До свидания.